Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Пора бы обновить информацию по поводу топов кораблей для различных задач в Elite Dangerous. Учитывая, что есть новые корабли, эта информация будет, думаю, актуальна. Но не забывайте, что в 2025 году будет в общей сложности добавлено 4 новых корабля, один из которых уже добавлен, и кажется, 3 других у нас будут уже большими. Поговорим с вами сегодня про корабли для исследований, и все фиты кораблей, о которых мы будем говорить, будут лежать постом в моем телеграм-канале, так же как было с боевыми кораблями, так как в описании может не хватить места. Минимум по 4 фита будет на каждый корабль, один из них будет без инженеров, а остальные уже с инженерами, ссылочка в описании и закрепленном комментарии. Самый мелкий корабль, с которого я рекомендую начать исследование, это Diamondback Explorer. На этой табуретке я катал очень долго и плотно, пока не пересел на другие корабли. Но, увы, долгая заправка и невозможность поставить все свои хотелки расстраивает. Есть еще, так сказать, его аналог в виде дельфина. Из плюсов меньше греется и более симпатичная кабина, которую вам очень долго придется рассматривать во время полетов. Если подняться до средних кораблей, то самым дешевым вариантом будет Asp Explorer, но его кабина в стиле башенного крана меня раздражает. Поднявшись чуть выше, вы сможете уже сесть на край этого фантома, но есть большое но. И это Мандалай, который уже доступен за внутриигровую валюту. И это уже корабль с самым большим прыжком в игре, и туда влезает все, что нужно, так что безоговорочный топ. И у всех этих кораблей одинаковый двигатель FSD 5 размера, если что. И Мандалай имеет улучшенные характеристики при ускорении в гиперкруизе, а именно потребление топлива меньше, тряска меньше и температура меньше. Если вы устали от всех этих кораблей, то берите Орку, но прыгать она будет меньше, чем Фантом, зато будет иметь большую скорость. Вы скажете, скорость и маневренность не нужна для исследователя, но зато как круто будет полетать по каньонам и вокруг гор на планетах. Особенно круто, если, не дай бог, убьетесь и потеряете все, что насканили. По большим кораблям все грустно, потому что есть Мандалай, и посадить его намного проще, чем, скажем, Анаконду, которая держала топ по прыжку в игре очень долго, но была смещена с пьедестала. Если бы на истребителях можно было бы высаживаться на планету, не сажая сам корабль, то тогда она была бы в топе и по сей день. Фиты, которые я вам предоставлю в своем телеграм-канале, ссылка на пост в описании, будут разделены на 4 пункта. Без инженеров, где пытаемся хоть как-то выжить приемлемый прыжок с нужным оборудованием, и варианты с инженерами, такие как максимальный прыжок с урезанием остальных вещей, с максимальными маневровыми двигателями, чтобы комфортно летать на бусте и так далее. Вариант баланс, где все доступно, что нужно, но мы не теряем прыжок из-за максимальной скорости и больших двигателей. И вариант с относительно толстыми щитами, чтобы выжить в случае чего. Пользуйтесь на здоровье, надеюсь, в фитах вы разберетесь, и не забывайте, что движки, которые я ставил в инженерных вариантах, получаем не просто так, а через техноброкеры человеческих технологий. В телеграм-канале и в видосах об этом рассказывалось не один раз, там нужен фрагмент двигателя Титана, если что. Если денег мало, берем Diamondback Explorer и радуемся жизни. Нужно что-то ультимативное и лучшее, берем Мандалай. Ну, а если ведут возможность садиться истребителя на планеты и выходить из них пешком, то берем Анаконду, остальное все пропускаем, ну или берем, что нравится, и получаем не лучшие характеристики. Потому что исследовать можно даже на Мамбе. Бонусом добавлю вам фиты на Белугу, я бы еще ее рассмотрел, так как корабль имеет в стоке 128 тонн топлива. Но прыжок у нее, конечно, к сожалению, грустный. Пишите, что думаете по поводу всего этого дела в комментарии. Мало ли мой топ с вашим не сходится, или же вы хотите предложить свои более удобные сборки. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.